Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube! Сегодня я вам предлагаю приготовить вот такой наивкуснейший суп-пюре из хека, сельдерея и кабачка. Для этого нам понадобится 3 средних картофелины, 1 лук репчатый, кабачок, чеснок 3 зубчика и 2 лавровых листа. Все наши овощи мы хорошо моем и чистим. Нарезаем картофель произвольно. Ни форма, ни размер не имеет значения, так как мы будем его отваривать. В кипящую подсоленную воду опускаем наш картофель и варим его приблизительно 10 минут. А тем временем мы подготовим другие овощи. Кабачок нарезаем произвольно. Лук также нарежем. Считается, что первыми в мире начали использовать в своей кухне густые супы-пюре французы. И если вам хочется разнообразить первые блюда, предлагаю приготовить очень полезный и вкусный сливочный суп-пюре. 1 столовая ложка сливочного масла и 2 столовые ложки оливкового масла. Лук обжарим до полупрозрачности. Чеснок раздавим. И также отправим к луку. Надеюсь, что этот суп приятно удивит вас. Он простой в приготовлении, с очень нежным вкусом. В картофель добавляем кабачок. Сельдерей. Нарежьте так, чтобы он поместился в кастрюлю. У меня кастрюля 3 литра. Из этого количества продуктов получается 5 порций. Добавим сельдерей и варим приблизительно 10-15 минут под закрытой крышкой. Овощи достаем из овощного бульона в глубокую емкость и все перетираем блендером в однородную массу. Вот такая масса у нас получилась. У меня хек замороженный, я его предварительно разморозила, разрежу так, чтобы он поместился в кастрюлю и отправлю в тот же самый овощной бульон вариться на 10 минут. После этого хек я достану и оставлю до полного остывания. Лавровый лист и 3 душистого перца, горошинки. Пусть остынет. Забыла сказать, хек у меня 500 грамм. Бульон процедим. В кастрюлю добавим наш процеженный бульон. Наше пюре из кабачка и сельдерея и все хорошо перемешаем, чтобы получилась однородная масса. А вам нравятся рыбные супы? И какая рыба вам больше всего нравится? Так как вода уже подсоленая, я буду солить в самый последний момент. Пусть все проварится примерно 5-7 минут. Лук с чесноком я перетерла также блендером.
Размешаем все хорошо. Черный перец 1 чайная ложка. Здесь у меня кориандр и базилик сухой, по пол чайной ложки каждого. Соль по вкусу, будьте осторожны, добавляйте все специи по своему вкусу. Два сливочного сыра. И сливки у меня 38% жирности. Как только сливки закипели, добавим мелко нарезанный укроп. Сливочный сыр на медленном огне до полного растворения сыра. А тем временем нашу рыбу мы очистим от костей, плавников и кожуры. Разделим на небольшие кусочки. Добавляем рыбу, доводим до кипения и через 1 минуту выключаем. Наш суп готов. Он очень нежный. Самое главное, он низкокалорийный. Сливки и сыр придают ему нежность. Мне нравится добавить немного молотого перца чили, немного кинзы, и всем приятного аппетита! Спасибо всем за просмотр. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и делитесь с друзьями. До новых встреч!